Сегодня мы раскроем все шокирующие тайны, скандалы и трагедии великого Асджана Дениза. Долгие годы личная жизнь этого невероятно привлекательного мужчины напоминала очень опасные американские горки. Все преданные поклонники турецкого кино прекрасно помнят его первый головокружительный и страстный публичный роман. Его избранницей стала невероятно красивая и безгранично талантливая молодая актриса Фахрие Эвджен. Их безумная, сжигающая все на своем пути любовь вспыхнула очень ярко и неожиданно. Эти потрясающие отношения продлились долгие, полные страсти и публичного обожания 4 года. Вся Турция, затаив дыхание, ждала, когда эта красивая звездная пара официально станет мужем и женой. Они даже виртуозно сыграли бесконечно любящих супругов в невероятно трогательном и печальном фильме. Их химия на большом экране была настолько мощной, что полностью стирала грань между кино и жизнью. Многие доверчивые зрители до сих пор абсолютно уверены, что они были женаты в реальности. Но эта потрясающая публичная сказка закончилась невероятно тяжелым, скандальным и очень болезненным расставанием. Сердце Асджана было в очередной раз безжалостно разбито, и он надолго закрылся от окружающего мира. Он отчаянно искал утешения исключительно в тяжелой работе, соглашаясь на новые сложные телевизионные проекты. Мужчина был полностью опустошен и просто пытался собрать свою жизнь по мелким кусочкам. Затем в его израненной жизни внезапно появилась совсем молодая и амбициозная девушка Фейза Актан. Актер искренне надеялся, что этот новый союз наконец-то принесет ему долгожданный покой и тихое счастье. В 2018 году они официально стали мужем и женой на красивой церемонии. Но этот скоропалительный союз стал самым жутким и страшным испытанием для нервной системы актера. Их отношения с самого первого дня строились на бесконечных громких скандалах и взаимных упреках. Жестокие ссоры вспыхивали по любому, даже самому малейшему поводу абсолютно каждый божий день. Фейза оказалась невероятно сложным, ревнивым и абсолютно невыносимым конфликтным человеком в совместном быту. Но настоящим катализатором разрушения этой семьи стала родная мать Асджана по имени Кадрия Дениз. Властная и деспотичная женщина решила установить свой тотальный контроль над жизнью молодой семьи. Мать актера бесцеремонно и грубо вмешивалась абсолютно в каждый шаг своего знаменитого сына и его невестки. Кадрия диктовала им свои жесткие правила жизни, превращая их дом в настоящую казарму. Она контролировала их расходы, их расписание и даже их личные отношения за закрытыми дверями. Фейза Актан просто физически не могла выдержать такого чудовищного ежедневного психологического давления со стороны свекрови. Молодая жена начала публично и очень громко обвинять мать актера в тотальном разрушении их жизней. Фейза открыто заявляла прессе, что именно Кадрия целенаправленно и жестоко разрушает их законный брак. Она кричала журналистам, что властная свекровь не дает им сделать даже одного самостоятельного вдоха. Асджан оказался жестоко зажат в железные тиски между любимой женщиной и своей родной матерью. Он жил в состоянии постоянного, разрушительного и невыносимого психологического напряжения долгие тяжелые месяцы. Дом, который должен был стать его тихой гаванью, окончательно превратился в настоящее кровавое поле боя. В 2019 году этот невыносимый и невероятно токсичный брак ожидаемо и громко рухнул. Но долгожданный официальный развод так и не принес бесконечно уставшему актеру ожидаемого спокойствия и тишины. Началась невероятно долгая, изматывающая и очень грязная публичная судебная война за опекунство над общим ребенком. Фейза публично и безжалостно обвиняла своего бывшего знаменитого мужа в самых жутких и немыслимых грехах. Она требовала просто космические ежемесячные алименты и целенаправленно настраивала желтую прессу против Асджана. И именно в этот самый черный период жизни Асджан получил новый сокрушительный удар в спину. Пока он тяжело переживал развод, вскрылась жуткая правда о его многомиллионных финансовых счетах. С самых ранних лет актер добровольно взял на себя колоссальную ответственность за благополучие всей семьи. Он работал на износ сутками, чтобы его многочисленные родные никогда ни в чем не нуждались. Его родной старший брат Эрджан Дениз официально стал его главным личным финансовым менеджером. Актер слепо и безгранично доверял старшему брату абсолютно все свои огромные банковские дела.
Он искренне верил, что родная кровь – это святое, и семья никогда не нанесет удара из-под-тишка. Но алчность и безграничная жадность самых близких людей оказались намного сильнее любых родственных уз. Эрджан начал проводить невероятно грязные и очень сомнительные махинации за спиной своего знаменитого, доверчивого брата. Огромные суммы заработанных денег бесследно исчезали в неизвестном направлении на протяжении долгих лет. Пока Асджан сутками пропадал на тяжелых съемочных площадках, его безжалостно и систематически обворовывали свои же люди. Когда горькая правда наконец-то полностью вскрылась, мир популярного актера рухнул в одно страшное мгновение. Он обнаружил абсолютно пустые счета и с ужасом понял, что долгие годы работал совершенно бесплатно. Вместо искреннего раскаяния родной брат публично обвинил его в неадекватности и тяжелых психологических проблемах. Но самое страшное и непоправимое предательство ожидало разбитого Асджана немного впереди. Мать актера, Кадри Денис, и его родные сестры неожиданно и твердо встали на сторону брата-вора. Они безжалостно и публично отреклись от Асджана ради сохранения полного контроля над украденными финансами. Семья нагло пыталась выставить его сумасшедшим параноиком перед всей огромной страной и жадной прессой. Этот чудовищный стресс и жестокое предательство крови едва не стоили великому турецкому актеру его жизни. Он погрузился в глубочайшую черную депрессию, навсегда потеряв веру в человечность и элементарную справедливость. Скандалы вокруг имени Асджана Дениза не утихали в желтых медиа ни на одну короткую минуту. Назойливые папарацци агрессивно следили за каждым его осторожным шагом днем и глубокой ночью. И тут весь турецкий интернет буквально взорвался от новой, совершенно безумной и неожиданной новости. В 2021 году в прессе появились невероятно шокирующие и очень громкие слухи. Журналисты уверенно заявили о тайном, безумно страстном романе измученного Асджана и великолепной актрисы Мирьем Узерли. Звезда легендарного великолепного века якобы смогла легко покорить израненное и закрытое сердце уставшего от скандалов мужчины. Их несколько раз тайно замечали вместе в очень закрытых и безумно дорогих элитных ресторанах Стамбула. Газеты во весь голос кричали о скорой потрясающей тайной свадьбе двух великих живых легенд экрана. Преданные фанаты просто не могли поверить в этот неожиданный и поистине королевский звездный союз двух талантов. Слухи настойчиво и упрямо утверждали, что Асджан уже сделал красавице Мирьем официальное предложение руки и сердца. Эта потрясающая светская новость стала самой главной медийной сенсацией 2021 года в Турции. Но к огромному разочарованию восторженной публики ни Асджан, ни Мирьем так и не подтвердили эти слухи. Их возможные скрытые отношения навсегда остались одной из самых красивых и неразгаданных загадок турецкого шоу-бизнеса. Возможно, две бесконечно уставшие от одиночества звезды просто искали молчаливую человеческую поддержку в объятиях друг друга. А тем временем жестокая публичная судебная война Асджана с бывшей женой Фейзой продолжала набирать чудовищные обороты. Его родная семья по-прежнему предательски и очень больно била его в спину при каждом удобном случае. Мать актера начала цинично защищать бывшую невестку, только чтобы сделать еще больнее своему собственному родному сыну. Асджан находился на самой страшной грани полного нервного, глубокого физического и морального истощения. Его здоровье стремительно и пугающе ухудшалось из-за бесконечного чудовищного ежедневного нервного срыва и стресса. Казалось, что этот великий и невероятно талантливый актер больше никогда в своей жизни не будет счастлив. Его блестящая карьера и некогда яркая личная жизнь медленно, но верно превращались в сплошные дымящиеся руины. Но непредсказуемая судьба приготовила ему невероятный, поистине бесценный подарок за все пережитые нечеловеческие страдания. В самый темный и абсолютно беспросветный час в его полностью разрушенную жизнь тихо вошел настоящий ангел. Ею стала невероятно прекрасная, утонченная и очень мудрая иранская модель по имени Самар Дадгар. Она была значительно моложе актера, но обладала невероятной, очень глубокой и спокойной женской мудростью. Самар совершенно не испугалась грязных публичных скандалов и бесконечных тяжелых судебных тяжб своего знаменитого избранника. Она увидела в нем не богатую звезду телевизионного экрана, а безумно уставшего, израненного и сломленного мужчину.
С самых первых дней их знакомства она окружила его искренней, бескорыстной заботой и душевным теплом. Саммер стала его самым надежным и невероятно прочным щитом от всех жестоких внешних ударов злой судьбы. Она понимала каждое его несказанное тяжелое слово по одному только мимолетному взгляду темных глаз. Эта удивительная женщина буквально по мелким крупицам вернула ему утраченную веру в настоящую искреннюю любовь. Она никогда в жизни не требовала от него грязных денег, дешевой славы или громких публичных заявлений. Саммер просто искренне хотела сделать этого бесконечно уставшего человека по-настоящему абсолютно счастливым и спокойным. Их очень красивый и трепетный роман развивался в строжайшей тайне, вдали от объективов назойливых турецких фотографов. Но завистливая и алчная семья Озджана снова попыталась нагло разрушить его такое хрупкое и долгожданное счастье. Его властная мать, Кадри Дениз, категорически и невероятно злобно не приняла новую молодую избранницу своего сына. Она снова устраивала жуткие публичные истеричные сцены и отвратительно оскорбляла прекрасную Саммер Дадгар в желтой прессе. Мать истерично кричала прямо на камеру, что никогда в жизни не допустит этого жалкого и позорного брака. Она открыто и нагло заявляла, что хитрой Саммер нужны только громкая слава и миллионы доверчивого актера. Она угрожала сыну страшными проклятиями, пытаясь вновь грубо манипулировать его сильно измученным и уставшим сознанием. Но на этот раз полностью возрожденной любовью Озджан проявил невероятную мужскую твердость и настоящий стальной характер. Он больше никогда не позволил токсичной семье снова нагло разрушать свою единственную настоящую личную жизнь. Актер навсегда и полностью оборвал абсолютно все связи с братом-предателем и жестокой, контролирующей матерью. Он смело и решительно выбрал свое собственное личное счастье и долгожданное глубокое душевное спокойствие. В 2023 году невероятно счастливая пара тайно и очень тихо поженилась вдали от всех. Это была потрясающе скромная, закрытая церемония исключительно для самых близких и годами проверенных преданных друзей. Никто из лживых и жадных кровных родственников Озджана на этой светлой и радостной свадьбе не присутствовал. Саммер надела очень простое, но безумно элегантное белое платье и буквально сияла от искреннего огромного счастья. А уставшие темные глаза Озджана впервые за многие тяжелые годы снова светились неподдельной, чистой радостью. Сегодня они живут в абсолютной, недосягаемой для врагов гармонии и очень глубоком, заслуженном семейном покое. Саммер полностью и безвозвратно исцелила его разбитое на мелкие кровоточащие осколки большое и доброе сердце. Она стала его главной и самой надежной опорой в этом невероятно жестоком, лицемерном мире шоу-бизнеса. Озджан наконец-то обрел тот уютный, теплый и абсолютно безопасный дом, о котором мечтал всю свою жизнь. Он больше панически не боится внезапного предательства и очень острых ножей в свою уставшую спину. Актер полностью восстановил свои огромные финансы после невероятно циничного и подлого воровства родного старшего брата. Он продолжает невероятно успешно и много сниматься в самых топовых и высокорейтинговых современных турецких сериалах. Но теперь он всегда очень сильно спешит с шумной съемочной площадки только к себе домой. Туда, где его каждый вечер преданно и нежно ждет любимая жена с самой теплой улыбкой. Его невероятно тяжелая история доказывает, что после самой темной и холодной ночи всегда приходит долгожданный рассвет. Даже если тебя жестоко предала собственная кровь и родная мать, никогда нельзя опускать руки и сдаваться. Всегда есть шанс встретить того самого единственного человека, который навсегда спасет твою израненную, уставшую душу. Великий Озджан Дениз прошел через самый настоящий, обжигающий и разрушительный ад при своей долгой жизни. Но благодаря бесконечной и чистой любви прекрасной Саммер Дадгар он смог найти свой персональный, тихий рай. А как вы считаете, правильно ли и справедливо поступил Озджан со своей родной матерью и братом? Можно ли вообще когда-нибудь прощать такое чудовищное предательство со стороны самых близких и родных людей? Обязательно напишите свое честное и развернутое мнение в комментариях прямо сейчас под этим драматичным видео. Не забудьте поставить большой палец вверх, если вас до глубины души тронула эта невероятная тяжелая история. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы никогда не пропустить новые скандальные звездные тайны и шокирующие расследования.
Впереди вас ждет еще очень много откровенных и правдивых биографий самых известных турецких знаменитостей. Нажимайте на колокольчик уведомлений, и до самой скорой встречи в новых эксклюзивных выпусках на нашем канале.